Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Наконец-то наискучнейший первый сезон в рамках eFootball 2024 подходит к своему завершению. И уже на следующей неделе с высокой долей вероятности мы получим второй сезон. И в сегодняшнем ролике я предлагаю обсудить, что же нам с вами от него ожидать. Привнесет ли он хоть что-то новое или будет таким же скучным, как и первым. Обсудим все эти немногочисленные слухи, которые витают вокруг второго сезона, ну и просто поделимся с вами своим мнением. Устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые, ну и про лайк также не забывайте. Первый сезон в eFootball завершается уже в этот четверг, а именно 5 октября. Ну и, соответственно, стоит ожидать, что именно в этот же день стартует и второй сезон. Как мы все с вами привыкли, с наступлением нового сезона обычно в игре стартуют новые кампании, поэтому я подозреваю, что Konami выкатит что-то подобное, то есть что-то связанное с очередным входом в игру, прохождением ивентов, ну и получением дополнительных наград за прохождение этой самой кампании. В целом, рассуждая о втором сезоне, стоит отметить, что в его преддверии Konami активно обновляют файлы игры. И если вы следите за игрой далеко не первый день, то знаете, что обновление файлов, а именно обновление файла QCheck, означает, что Konami проверяют какой-то контент в игре. И вполне возможно, что что-то новое они все-таки добавят. Что же? Ну, например, новые функции для онлайна. Например, такие как добавление игрока в черный список. Если вы помните, подобная функция была раньше в PES, но почему-то в eFootball ее изначально вырезали. В файлах игры затесалась иконка этой самой функции, и вполне возможно, что уже вскоре она появится в игре. Вполне не исключено, что вместе со вторым сезоном. Во что верится уже намного слабее, так это в кроссплатформенность. Ее иконки также были найдены вместе с иконкой черного списка, и это может говорить о том, что Konami все еще тестирует кроссплатформенность на ее играбельность, на то, как оно будет действовать, работать, ну и в общем вы поняли. Доподлинно исключать возможность добавления кроссплатформенности, конечно, нельзя, но я все-таки сомневаюсь, что это появится уже во втором сезоне. Как-никак, Konami бы вывесили хоть какой-то анонс в преддверии этого, но они пока что все еще молчат. Но принимаем во внимание, что такие файлы, такие следы в игре присутствуют. И кто знает, может быть уже вскоре мы сможем увидеть первые ростки кроссплатформенности. Не считаем кроссплатформенность между разными поколениями консолей. Это не то. Помимо контента в игре, также второй сезон может привнести некоторые новости от разработчиков. Если вы помните, то почти год назад, где-то в феврале-марте, Konami вывесили официальный анонс будущих новостей о режимах, которые планируются в игре. Они там перечислили ту же самую кроссплатформенность, некоторые функции, которые все еще отсутствуют в игре, упомянули даже Мастер-лигу и сказали, что со временем они поделятся новостями касаемо всего этого. Но что самое интересное, где-то в конце лета, в начале осени, они данный анонс с сайта удалили. Кто-то это связывает с тем, что планы Konami немножко изменились. Я же считаю, что они просто удаляют старые давнишние страницы, и все новости и все анонсы на сайте долго не хранятся. Но тот же Гальвани подозревает, что опять же планы у Konami изменились, и вполне что со вторым сезоном они могут выкатить новые анонсы. Например, сообщив, что Мастер-лига переносится на 2030-40-е года, а кроссплатформенность появится уже завтра. Такую возможность также не стоит исключать, а поэтому в день нового сезона будем активно наблюдать за всеми анонсами со стороны Konami. Ну и как бы мне не хотелось растянуть данный ролик, но на этом все интересные слухи и, в принципе, домыслы подходят к своему завершению. На удивление, перед вторым сезоном крайне мало слухов касаемо контента, который мы могли бы получить. Даже от того же Ренана Гальвани, который весь сентябрь особо не делился ничем интересным. Да и все то, что мы успели обсудить здесь, это лишь крупицы того, что мы можем получить, ну или в целом могли бы получить. Но с другой стороны, что нам еще остается? Поэтому обсуждаем все то, что у нас есть. А есть вот такие вот небольшие огрызки. Как и всегда, в комментариях я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного. Как вы думаете, когда в игре появится полноценная кроссплатформенность, когда вернут функцию с черным списком, ну и многое другое, что мы обсудили в этом видео. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на них в описании и в закрепленном комментарии. Про этот канал с колокольчиком также не забывайте. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, вашу активность и услышимся уже скоро. Всем пока!